Гутен так, дорогие друзья, здравствуйте. Приехала в наше садовое товарищество, иду в свой огород. У нас жара длится уже на протяжении 2-3 недель, но с завтрашнего дня пойдут дожди и будет всю неделю у нас заливать. Но, слава богу, хоть температура немножко спадет. И польются наши растения естественным путем. Все вот приходят, поливают с утра. Потому что в такую жару воду нужно обязательно растениям. Так, камбоджийка возится. Hallo! Hallo! Was machst du dort? Ja, wir müssen nur ein bisschen Gurken, ja? ja, und Unkraut wegnehmen. Ага. В общем, удаляет сорнячок, там огурцы подвязывает к палке. Все, приду скоро к ним. Сегодня и подруга моя здесь, так что захожу, друзья, в гости. Вот ее огородик. Уже давно здесь не была. Привет, Светик. Привет. Можно тут прогуляться по твоему огороду. Так, ну мы сейчас сразу вот сначала с самого начнем. У нее такие розы красивые. Вот вы, друзья, все спрашиваете название. О, как название, Свет? Напишу, друзья, у меня где-то подписано. Они вот только начинают цвести. Такой цвет красивый. Все лето в цвету. Бесподобные розы. Почвопокровные. Вот такой приятный цвет. А здесь, по-моему, какой-то другой, да? Светло-розовые какие-то здесь. Но еще не начинают. Они вот в бутончиках, пока еще цветочков нет. Так, картофель у тебя взошел, да? Один рядок. Один рядочек. Ну хорошо, зеленый такой, ровненький, здоровенький. Один ряд. А здесь что, Свет? Кабачки. Это кабачки. Кустовые или плетущиеся какие? А ты покупала рассаду, да? А, рассаду. Все, здесь. Тыквы. Это тыква. Одна, вторая взошла. Третья взошла, но она тут заплетется, как раз будет хорошо. А это тот манголь, который посели. Да, проредить надо. Ну все, полностью зашел. Манголь, конечно, большой вырастает, поэтому его тут нужно проредить. И капуста какая-то, да? А, это кальраби. Ага. Ну тоже. Черешня так была у тебя черешня? Нет, да? Ну, это птица. У меня всю черешню птицы поели. Чуть-чуть жменьку мы полакомились и все. Убирать будешь, да? Вот и я подумываю. Толку нет. Все птицы съедают. И накрывать надо или что-то придумать. Так, а эта капуста, это белая, да, наверное? Ну, хорошая у тебя большая уже капуста. Слушай, я все покупала. Покупала, да, рассадой? Ага. Сколько тут? Раз, два, три, 4, 5, 6, 12 штук. Ну, с головой хватит, да, и наквасить, и там борщ, и раздавать. Ну так, мы сначала сажаем, а потом хочешь огурцы? А ты хочешь огурцы, да? И начинаем друг другу раздавать. Так, а здесь это какая капуста? Это треугольная какая-то китайская. А, китайская какая-то. Ага, ну посмотрим потом, что тут вырастет. Туя подросла у тебя уже, да? Хорошо. Какую-то ты меняла, вот эту, по-моему, меняла. А, последняя, да? Да, ага. Ну хорошо, подрастет, будет закрывать немножко от прохожих. Так, там какой-то прудик. Вот огурцы, друзья, которые в прошлом году у Светы тут росли очень хорошо. Как они назывались, Свет? Корнишоны, мини-корнишоны. Мини, да, вот мини. Я вам говорила, что мы собирали семена, и она мне давала огурец. И сама собирала. И мы сеяли, ничего не взошло. И в этом году она посадила другие. Так, а что тут? Один мини-корнишон. Ой, какой интересный. Это что за сорт кукум? Вот такой, друзья, вырастет. Вот это вот, наверное, он. Так, а здесь ты посадила покупную, да? Какие-то покупные. Я тебе давала где-то ты посадила в другом месте. Сейчас дойдем, которые у меня самосевом. А? Если найдешь. Найду. Так, баклажаны. Тоже рассадой, да? Покупала ты баклажаны. Томатики. Это что за томаты?
А, это мои. Вот этот я уже узнаю сразу. Это бренди розовый. У него такой картофельный лист. Я его прям сразу издалека вижу. Так, ну, какие-то давала, уже не помню. Вот это вот, наверное, мечта Людмилы. И, ну, все цветут, все нормальные. Здесь я тоже Свете остатки отдавала, которые у меня малыши были. Говорю, забирай, чушь, выбрасывать их, что ли. У Светы места побольше. Вот она их посадила. Там буквально вчера я ей дала, рассадила свои Сан-Марцано, что мне Луиджи давал. Вот одно растение я себе оставила, а Свете отдала остатки тоже. Вот, теперь у нее тоже тут Сан-Марцано будет. Будем пасту делать, Свет. У тебя еще места много, да? Вот, еще целая грядка. У меня есть, если что, огурцы. Не надо, да? Так, а это лук-порей, наверное, да? Лук-порей. Вот она рассадой покупала, говорит, была тоненькая рассада. Думала, что и не приживется. А вот все, 100% все прижилось. Целый рядок. Вот лук-порей. Света любит, да, Свет, ты любишь? Семья как-то любит лук-порей, готовит часто. Здесь редис, да? Редис. А ты свеклу, наверное, недавно, да, посадила? Вот совсем маленькая. А, вчера даже. Ну вот она совсем, да, еще маленькая. Салатики посадила. Тоже вчера, наверное, да? Вчера тоже посадила салаты. Вот. Так, а здесь чеснок, что ли? Это тоже порей. О, много порея. Укроп сходит. Хорошо. А вот свекла. Это, наверное, еще в апреле посадила. В апреле посадила, Свет? Свеклу. Да, это рано ты сажала, я помню. Это с прошлого года лук, так что можно уже... Ты хочешь убирать его? А что? Да? А тут луковицы. Ну да, можно убрать, что-то досадить. У меня зашел еще этот кабачок, тебе принесу, если что. Так, а вот и салат. Смотрите, какой... Да, потом нужно будет что-то из них делать. Посмотрите, какой крыжовник. Это мой, который я ей позапрошлом году или когда принесла. Много места у Светы, поэтому вот 2 этих куста. Принесла. Смородина в этом году не очень, да? Ага, что-то не очень. Холодно у нас, наверное, было. Не знаю почему. В прошлом году получше было. Ну, а крыжовник усеян. Крыжовник вкусный. У нас крыжовник на вес золота здесь, в Швейцарии. Так, здесь цветочки. Укроп. Ну, зашел укроп, да? Срезала, да? Срезала. Там салатик еще вот в этих коробах. А, и картошка там. А, там картошка есть и салат. Виноград. Какой всегда виноград мощный. Делают вино. Позапрошлом году столько сделали. Сколько литров позапрошлом 30 литров сделали вина. В прошлом году чуть-чуть меньше, да? Вот ее бак. Делает крапивный настой. Поливает рассаду. Молодец. Клубника. Вот 2 грядки. Я собрала очень много. Собрала много, да? Вот. В прошлом году ведро или 2 ты сколько там собрала из этих 2 грядок? И в этом году много. А вот эта рассада покупная, да, Свет? А где ты покупала? А, во Франции. Вот у нее... А, на фермерской ярмарке у нее сестра во Франции живет, тут рядом со Швейцарией на границе. И вот она часто ездит туда. Там и подешевле рассада, и какой-то выбор другой можно выбрать. Что-нибудь. И вот посмотрите, какая рассада хорошая. Очень прям толстенькая, все цветет. А это, наверное, черри, Свет. Да, там есть. Есть, да? Вот завязала уже. У меня еще нет завязи нигде. Так, здесь цветет. Сорта не знаешь, да, какие? Крупные, не помнишь? Сюрприз, да. Томаты сюрприз вырастут. Но тоже под спанбундом практично. Сорняк не растет. Перец, баклажанчики еще там какие-то. А, это перец. Это перец все. Да. Вот петуния тоже хорошо радует глаз. У нас цветочков тут почти нет. Только на передней части огородов клумбы. А иногда хочется и цветочков
и на огороде увидеть, но места нет. Вот этот сосед, его, видите, груша, да, по-моему, или яблоня? Груша, видите, как он на стороны пускает ветки, вверх обрезается. А вот яблоки, а это груши. Много. Все это, сколько тут дерева? Раз, два, два дерева. И вот так полностью стену сделал из этих двух деревьев. Хорошо. И тенек, он там постоянно раскладывает свой лежак, лежит, тень ему создает. Ну, огородик можно посмотреть со стороны. У нас тут все открыто, вот его огород. Так, ну томаты тоже цветут, это Сан-Марцано 100%, потому что сосед итальянец, поэтому сажают они только свои сорта Сан-Марцано 100%. Салаты какие красивые, там какой-то сорт, перемешку, все в перемешку, наверное, микс какой-то, замиксованные семена были, посеял. Это фиолетовый, здесь капуста какая-то, вот бобы. Итальянцы с бобами обязательно, итальянцы без бобов никак. Ну, не знаю, как они их готовят, буду, друзья, прям спрашивать уже прям скоро, потому что бобы, ну, у него еще нет, а у некоторых я уже вижу, что висят стручки. Салатик, там какие-то кабачки, второе крыло, там перец вижу. Ну вот, если вам видно, сам выращивал тоже рассаду, они прям здесь накрывают. Как-то эти ящики выращивают. В квартирах ничего не делают. Все здесь на участках. А это как похоже вроде на черешню. Свет, черешня, не знаешь? Тоже ничего не видно, но похоже на черешню вот это дерево. Все. Пойду на свой участок. Свет, пока. Пока. Огород моего нового соседа итальянца бушует. Все зелено, все высажено. И морковь, и мангольд, и томаты. Томаты цветут. Вот к шпалере натянул шнуры, шпагаты. И подвязал томатики. Цукини вообще тут, смотрите, как разрослись. Но снимают уже плоды, уже давно снимают. Вижу, листья пообрезал нижние. И салаты едят, хотя не очень усиленно, потому что салаты так украшают огороды, что их жалко срывать. Вот мой огород. У меня цукини, конечно, еще малыши. Ну ладно, как получилось. Салаты зато красавцы. Вот как их снимать, но я не буду жалеть. Только увижу, что... Ну вот, кстати, уже неплохой качанчик такой, дубовый лист. Это у меня брокколи или цветная капуста, уже теперь даже не знаю. Здесь мангольд. Томаты подвязываю. Подписала все этикетки. Многие из вас говорят, ну, эти спирали не очень практичные. Ну, друзья, хочу сказать, что практичные. Знаете почему? Особенно если вот степень закрученности спирали посильнее. Есть, сейчас покажу, есть немножко такие они не сильно закрученные, вот почти ровные, а есть сильно закрученные. И вот когда томат обвивает эту спираль, получается, что и томат немножко как бы изгинается вот в сторону, вот так по спирали. Вот так. Подкручиваем. Это вообще секундное дело. Мне очень нравится. Удобно, быстро и экономится даже расстояние. Вот смотрите, если томат обвивается, он пошел влево, вправо, стебель изгинается. И где-то 20 сантиметров, думаю, что мы экономим на этом. Видите, вот пошел изгиб томатов. Так что пользуюсь и буду пользоваться. Мне очень нравится. Колышки тоже хорошо. Колышки у меня, вот там, видите, уже все в спиральках. Колышки у меня, допустим, вот в этих горшках. Здесь гномы.
Гномы поперли. Понравилось им это место, понравились им эти горшки. Наверное, грунт очень понравился. Заполняла новый в этом году. Компоста побольше, земля, там палочки, веточки, травка какая-то сухая. В общем, органики куча. Ну и вот палочки, колышки повтыкала и обвязываю вот таким шнуром. Здесь конфетти. Здесь стрелка. Щедрость Лауры. Дальше сияние Вавилона и черный волшебник. А в этих горшках такие приземистые у меня получаются гномики. Не знаю по какой причине, вот они выглядят все одинаково. Значит что-то, наверное, одинаковый грунт, одинаковое тут солнце поступает. И вот они в одной фазе, видите, такие приземистые, зелененькие, кустики широкие. Деспирада собирается цвести, электрик пинк, морские колокольчики, бой с тенью. Что там у меня дальше? Дельта Мосс, вот собирается уже тоже цвести. И Гондвана Роза. Вот мои гномы. Здесь гномы, как мы и предполагали под сливой, не очень сильно идут в рост. Вот тень все-таки играет свою роль. Каменный ручей крапчатый еще более-менее, потому что здесь на углу, здесь солнце больше поступает. А эти чахлые. Угощение Глории, глаз тигра. Вот еще и слизень поедает. Тут что у нас? Гному Эверли. Австралийская капля. Там 3 огурчика еще. И здесь огурцы тоже плохо себя чувствуют. Хочу сказать, что они как-то стоят на одном месте. Вот эта с теплицы унесла этот огурец. Вчера посадила. Ну, такой еще подвявший, но думаю, отойдет. И здесь совсем надо мне еще принести. А эти, видите, вот они стоят уже в такой фазе очень долго. Здесь солнце пробивается, поэтому черики идут. Фалетта, кишмиш, хороший такой. Здесь конфета сладкая сосулька, вероятно, а может и нет. Пересортица была в прошлом году. И семена я все-таки оставила. Блаш и вот танцующие зеленые пальчики. Вот тоже никак. Я уже и микоризу сюда рассыпала для укрепления корней. И подкормки делала. Ну вот как-то совсем, наверное, здесь солнца нет под этой туей. Ну такой эксперимент у меня в этом году. Смотрите, эта роза такая красивая была, но очень сильно выгорает на солнце. Ей тут жарко, прямой поток солнечных лучей. И вот она уже отцвела. Такая некрасивая. А эти мои розы только начинают. Вот такая красота. И с этой стороны тоже только начинают. Потом вам расскажу, где какая. А это Штёртебекер. Красавица, люблю эту розу. Перец поливаю каждый день. Нарастают уже новые листики, зелененькие. Ничего, перец вроде бы как должен пойти. Уже бутоны висят. Скоро начнет цвести. Под этим укрытием, я думаю, что неплохо ему нравится здесь. Хотя в жару, наверное, было очень жарко. Ну, ничего, нормально. Так, сейчас перейду на эту сторону. Покажу вам кабачок один, который один-единственный. В одном экземпляре взошло одно растение, где-то из 20. Это тот кабачок итальянский, который я вам показала в прошлом году. У меня тут все было просто завалено этими кувалдами. Я их называю кувалды, метровые плоды. Это африканский огурец кивано, супербомба, грузинские томаты, бренди розовый, фрекенбок, вот такой, дикий тимьян, буракерские любимцы.
Так, маленький, что тут? Инна томат. Это Амела. Вот тут на углу почему-то как-то они не очень хорошо, эти томаты. Вот который был совсем синюшный, я вам показывала, но немножко отошел тайга. Немножко отошел. И этот тоже слабенький. Не знаю, будет толк или нет. Медная река. Ну а так вроде бы все томаты более-менее приличные. В теплице я вот эти огурцы, видите, так жалко мне их было, но они уже начали мешать томатам, загораживать солнце, поэтому я их всех убрала, оставила. Посмотрите, какой. Ну как жалко. Вот и Свете уже не нужно. И мне, не знаю, сейчас может и поменять там, которые плохо растут. Эти прям хорошие огурцы такие. Я вот там пересадила один в уголок здесь и одного здесь. Один огурчик. Может быть, ранний урожай пораньше будет, чем на улице. Ну, посмотрите, какие хорошие. Жалко удалять, и места нет. Взять, поменять там, которые малыши. Может, они побыстрее к солнцу потянутся. Вот если сюда пересадить. Вот сюда, например, вместо этого журавленка, маленький совсем, вот этот большой, он уже будет прям возле шнура. Наверное, так и сделаю. Здесь моя бакча, так называемая, эксперимент. В этом году первый раз в этом месте посадила. Будет толк или нет. Здесь вот огурец, который из теплицы перенесла в это место. Здесь дыню посадила со своей рассадой, и она вот тут верхушка засохла, подсохла. Но смотрю, уже пускает здесь какой-то листочек. В общем, пасынок пойдет, плеть пойдет, должна. Здесь одна дынька у меня получилась. Медовый аромат. Медовый аромат. Это тоже огурец теплицы. Какая-то дыня не принялась. Здесь какая-то дыня, но потерялась этикетка. Будем наблюдать. И арбузы из Испании. Вот этот, по-моему, Клондайк, или как-то так называется. Два. И еще какой-то. В общем, что у меня тут? Арбуз яносик. Вот. Ну, поливаю, но не знаю, как-то они слабенькие, эти растения. Ну, как получится. Вроде бы солнечное место, но плохо идут. А томаты в этом парничке пошли в рост. Видите, какие. Так, надо пасынки обрезать срочно, не зевать прям каждый день. Вроде обрезаешь, приходишь на следующий день, а их уже куча наросло. Так, здесь у меня вот сердечная теплица. Томаты с названием и формой сердца. Вот от черной ножки, который пострадал, древнее сердце аквитермы. Но он пошел. Как я рада. Здесь малыши, но тоже отошли. Были совсем чахлые. Бычье сердце черное. Ананасное бычье сердце тоже малыш был. И вот этот был малыш, но отходят. Как я рада, что они отходят. Бычье сердце английское. Вот этот уже у вас, смотрите. Уже два. Раздвоение пошло. Не буду я оставлять один. Так, пусть два идет. Это бычье сердце из Испании. Вот такое. Здесь португальское красное сердце шерила. Такой какой-то тонкий, поникший, но уже с бутончиками. Здесь малыш был обглодан слизнем. Верхушка, видите? Вот, нет верхушки. Но идет пасынок. И вот эти вот пасынки пошли. Буду потом что-то оставлять. И вот, смотрите, еще из компоста взошел, мне кажется, это тот же кабачок итальянский, который растет у меня там в единственном экземпляре. А здесь он зашел самосевом. Мне кажется, это он. Похожие листья. Но посмотрю. Здесь бычье сердце из Германии. Бычье сердце из Сербии. Дальше это сердце Уолта с Волки и воловье сердце. Вот такой.
Ну все, друзья, парит очень сильно. С завтрашнего дня дожди. И это радует. Немножко хочется вздохнуть. Вот на своих бобах я заметила муравьев у сена. Так, надо какое-то средство от муравьев. Подскажите, чем обработать эти бобы. Что-то мне не нравится. И сосед итальянец говорил, у него тля. У меня муравьи. Не хочу такие растения, которые нужно постоянно обрабатывать. Посмотрим, чем они порадуют, эти бобы. Ну вот как растение, не знаю. Красивое, конечно, но вот что творится здесь. Муравьи. Так, кальраби, видите, прям уже плодики кругленькие выглядывают. Здесь еще нет. Свекла, лук-порей, сельдерей, немножко всего по чуть-чуть. Все, друзья, увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока!